Дика Хейлха, правильно? Дедик Халтха, совершенно правильно. Марш из Тяхильха. Мира вам. Спасибо. Спасибо. Я благодарю вас за то, что вы нашли время, уделили нам. Первый вопрос, который мне хотелось бы вам задать. Как исторически сосуществовали чеченцы и ингуши вместе? Исторически наши народы существовали как единая семья, как единый народ, в связи с тем, что у нас единое происхождение. Об этом свидетельствует множество фактов. Новая, так сказать, наука ДНК-генеалогия дает ответы на многие вопросы. Вот исследования, которые проводились в Соединенных Штатах Америки, биологического материала, который направляли наши жители для исследования, свидетельствуют о том, что ингуши и чеченцы имеют единую гаплогруппу J2A. J2A. У ингушей этой гаплогруппы в процентном отношении больше, где-то 85-87%. В Чечне это примерно половина. Вот эти люди, они имеют единое происхождение. Коль мы затронули эту тему, скажу недавний относительно факт. В Чеченской Республике вопросами отправки этих материалов для исследования в Америку занимается некто Пахрудин Арсанов. Он мне позвонил и спрашивает, вот на ингушском сайте ДНК проекта стоит фамилия Зурабов. И у меня фамилия Зурабов. Он спрашивает, кто тот человек, который протестировался в Америке. Я говорю, это мой сын. Он мне говорит, в этом случае у тебя, говорит, и у меня 1000 лет назад был общий предок. Вы понимаете? Вот да. Чеченец Пахрудин Арсанов и я, у нас общий предок был один примерно 1000 лет назад. За неделю примерно до звонка Пахрудина мне я открыл чеченский сайт ДНК проекта и выписал оттуда 3 фамилии, которые я считал, что они близки мне по родству. И вот через там 5-6 дней позвонил и говорит вот это. Поэтому по происхождению мы единый народ. По свидетельству различных ученых, и в том числе исследований ДНК, наши предки прибыли сюда, на Северный Кавказ, примерно 6-7 тысяч лет назад. Это утверждают ученые, причем разных национальностей, и мы склонны верить этому. Муса, такой у меня следующий вопрос. Могли бы вы рассказать какие-нибудь исторические примеры, как взаимодействовали между собой чеченцы и ингуши? Если возникали конфликты, как могли их урегулировать? Какие слова находили старейшины для примирения родов? Что-нибудь такое? Ну, это таких фактов множество, они и сейчас имеются. Несмотря на то, что мы единые по происхождению люди, в быту происходят различные ссоры. Бывает, что какие-то травмы наносят, бывают случаи убийства. В этом случае подключается и духовенство наших республик, наших народов, и известные старшины. И они начинают переговоры по урегулированию возникшей ситуации. Как правило, они приходят к единому мнению, понимая, что усугубление этой ситуации никому не нужно. Поэтому в поисках лучшего пути дальнейшего развития, следуя традициям нашей великой религии ислама, происходит примирение. Это было и в дальние времена, это происходит и сейчас. Конкретно этот случай был примерно месяц назад. Здесь произошло неприятное событие, связанное со смертью людей. Да. Тоже произошло урегулирование. Когда была депортация чеченцев и ингушей в 1944 году, могли бы вы рассказать, как они там себя проявляли? То есть взаимовыручки, взаимопомощь, там, скажем так, в другом краю на чужбине? Ну, первое, когда выселяли ингушей и чеченцев, мне еще не исполнилось 5 месяцев. Вот в этом возрасте меня, обвинив в предательстве и во всех грехах, погрузили в грузовой вагон и отправили в Казахстан. Я до сих пор удивляюсь, как моя мать сохранила мне мою жизнь.
И мы жили в одной деревне, Новокаменка, в Северо-Казахстанской области, где не было ни одной чеченской семьи. Там жили только ингуши, и это была небольшая деревня, соответственно, там домов 20 всего было ингушских. О взаимоотношениях чеченцев и ингушей там, в Казахстане, в Киргизии, я знаю по рассказам тех, кто жил в этих местах. И эти люди рассказывают, что жили они как братья и как сестры. Всегда помогали друг другу. Когда какой-то ингушской семье было плохо, не хватало средств на существование, продуктов питания, чеченцы с удовольствием помогали ингушам. И наоборот, когда нужна была помощь чеченской семье, ингуши собирались, оказывали ее помощь. В общем, жили как и должно быть, как единый народ по происхождению, в братстве, добрососедстве, взаимной помощи, в общем, друг другу. И с другими народами, тоже проживавшими там. Вы могли бы рассказать, как создалась Чечено-Ингушская АССР? Могу. Расскажите, пожалуйста. Во-первых, до прихода России на Кавказ эти народы жили практически как единые народы. Наши народы, я имею в виду, ингуши и чеченцы. С течением времени начали обособляться. У каждого народа начала появляться своя территория, где в основном живут ингуши и где живут чеченцы. А так обозначенной четкой границы не было. Но после того, как пришла Россия на Кавказ, ингуши первыми из народов Северного Кавказа, во всяком случае, в 1770 году добровольно присоединились к России. Это была мера вынужденная. И когда пришла Россия, она начала уже обозначать границы. Россия начала обозначать границы народов, образований таких актовых не было, и все северокавказские народы, значит, на определенном этапе были включены в Горскую республику. Вот Горская республика, это уже сперва была это Терская область была, потом вот образовали Горскую республику в 20 году. И в состав Горской республики вошли такие национальные округа, как Кабардинский, Балкарский, Карачаевский, Осетинский, Чеченский и Ингушский округа вошли в Горскую республику. И у них были свои территории обозначены. Через небольшой промежуток времени Горская республика начала распадаться, первыми вышли карачаевцы, балкарцы и кабардинцы. Ну, через непродолжительное время после этого вышла Чеченская автономная область, уже с образованием Чеченской автономной области вышли чеченцы из Горской республики. В составе Горской республики осталась только Северная Осетия и Ингушетия. И в 1924 году, 7 июля, Горская республика была упразднена, образовалась Северо-Осетинская автономная область, Ингушская автономная область и Сунжинский округ. Сунжинский административный округ. На землях ингушского народа был он образован, этот округ. Через 5 лет после образования в 1929 году Сунжинский округ был присоединен к Чеченской автономной области. В 1934 году по надуманным основаниям объединили Чеченскую ингушскую автономную область в единую Чечено-ингушскую автономную область. В 1936 году после принятия новой Конституции СССР образовалась Чечено-Ингушская АССР. Вот такова была история образования Чечено-Ингушской АССР. Когда был сложный период в Чеченской республике, там была война, произошел распад двух республик, то есть они стали самостоятельными регионами. Как решался этот вопрос? То есть между Грозным, Назранью и Москвой? Во-первых, ингуши всегда помнили историю существования Ингушской автономной области. Это было с 1924 по 1934 год, десятилетие. Тогда, когда была Ингушская автономная область, у нас появились свои учебные заведения, были культурные учреждения, были промышленные предприятия. Они не такие большие были по размерам, по масштабам, но это были самостоятельные промышленные предприятия. Развивалось образование, культура. То есть существование собственной государственности являлось основой
для того, чтобы народ развивался экономически, социально, там, политически и так далее. Вот по этому опыту тех 30-х годов ингушский народ всегда мечтал о восстановлении своей государственности. И поэтому, когда пришли времена, оттепель так называемых времен правления Горбачева Михаила Сергеевича, ингуши начали собираться, совещаться и поставили задачу перед собой – восстановить государственность ингушского народа. Начали собрания, сходы, митинги. Прошел второй съезд ингушского народа в сентябре 1989 года, где было принято решение вести работу по восстановлению государственности, в общем, образования Ингушской республики. В этих целях, значит, создавались различные объединения, обращались в центральные органы. И вот сначала был принят закон о реабилитации репрессированных народов в 1991 году. Я присутствовал в зале заседаний Верховного Совета РСФСР, когда принимался этот закон. Этим законом было предусмотрено восстановление национально-государственных образований, существовавших до их упразднения. Вот Ингушская автономная область была упразднена по таким нереальным основаниям, как бы изъявили волю, объединиться и так далее. Так вот, исходя из положений закона о реабилитации репрессированных народов, о том, что подлежат восстановлению, значит, ингуши провели референдум, в котором был поставлен вопрос: вы за создание Ингушской республики в составе Российской Федерации? Этот референдум показал, что народ хочет иметь свою государственность. Тогда органы власти Российской Федерации пошли нам навстречу. 2 июня 1992 года был принят закон об образовании Ингушской республики в составе Российской Федерации. Вот так образовалась Ингушская республика. В это время, значит, в Чеченской республике проходили тоже бурные события, связанные со стремлением иметь свою государственность, значит, свою независимость и так далее. Вот так складывались эти отношения тогда, вот так образовалась Ингушская республика. И нынешний опыт, ситуация нынешней в республике, она свидетельствует, что это были очень оправданные шаги, очень важные шаги активистов ингушского народа и всего ингушского народа, поддержавших активистов в формировании или восстановлении собственной государственности. Благодаря этому мы имеем, во-первых, собственный бюджет, у нас есть прекрасный университет, у нас есть театральные учреждения, значит, детские сады строятся, школы, больницы и так далее. То есть Ингушетия в экономическом, социальном плане развивается как самостоятельный субъект, и многое зависит от того, как будут работать наши органы власти и наша общественность. Могли бы вы рассказать про атмосферу, которая сегодня царит в Ингушетии? В Ингушетии сегодня очень неспокойно. Основанием для такой ситуации послужил факт по установлению границы между Ингушской и Чеченской республикой в 2018 году. Дело в том, что по соглашению между руководителями наших республик, утвержденными нашими парламентами, значительная часть территории, исконной территории ингушского народа отходит к Чеченской республике. Когда это соглашение подписывалось, когда наш парламент принимал законы о подтверждении этого соглашения, у народа ничего не спрашивали. Считает ли это правильным, возможно ли это, целесообразно ли это. Ни одного вопроса народу не было задано, а так в спешке подписали соглашение, и очень существенная территория перешла в Чеченской республике, это порядка 15%. Это очень большая для нас территория. Как известно, Ингушетия по территории самый маленький субъект Российской Федерации. Тогда люди вышли на митинги и высказали свое несогласие и нашему руководству республиканскому, и федеральному центру. Но на эти все нежелательные выводы нашего народа, несогласие ингушского народа с принятыми решениями никем не было принято, все было проигнорировано. Такое отношение к себе наш народ не заслуживал ни наших властей, ни федеральных властей. Поэтому отношение
к событию, к этому очень отрицательное. И я думаю, это будет оставлять очень такой печальный след во взаимоотношениях и как с соседними нашими братьями, и как с федеральным центром, пока этот вопрос не будет отрегулирован так, как он должен быть отрегулирован в законодательном порядке, в конституционном порядке, на основе наших адатов, на основе ислама и так далее. В чем ошибка кавказцев сегодня? Я не зря спросила в самом начале, каким образом разрешались самые сложные конфликты, а я уверена, они были между всеми народами на Кавказе. Их дипломатично пытались решить. Мне рассказывали многие старшие, что до 3 дней могли люди не расходиться, если не более, пока мирным путем не был решен вопрос так, чтобы все стороны были довольны. Почему сегодня у кавказцев это не получается? Сегодня, к сожалению, кавказских народов никто не слышит и не хочет слышать. Это я имею в виду о северокавказских народах. Есть общая политика. Федеральный центр определяет, как вести кавказским народам, и, исходя из этого, осуществляются конкретные практические действия. Хочет народ, не хочет народ, это никого не интересует. Есть интересы федерального центра, и все должны выстроиться под эти интересы. Вот такая политика приводит к таким последствиям. Я считаю, что это действие властей по разобщению народов, по разжиганию межнациональной, межконфессиональной розни внутри Российской Федерации наносит большой ущерб интересам Российской Федерации. Безусловно. Власть должна работать на сближение народов. Власть должна устранять все противоречия, которые возникают между народами, а не разжигать эту рознь. Вот ежели будет власть идти в этом направлении, все проблемы можно решить мирным путем, по-добрососедски, по закону. А в настоящее время это совершенно, во всяком случае, то, что касается ингушей, это все игнорируется федеральной властью, за что мы очень недовольны ее поведением. Изучая историю своего народа и Кавказа в целом, что бы вы могли подчеркнуть? Наша цивилизация не просто древняя, но, возможно, она в себе какие-то знания, какие-то сакральные вещи несет. И сегодня просто нам надо как-то это разбудить кровь, проявить себя. То есть, не может же все продолжаться так, как сегодня продолжается, если учесть то, через что прошли наши народы, через ту богатую историю, которая в нас заложена. Когда мы говорим об истории наших народов, кавказских народов, вспоминаются те цивилизации, которые были на тех территориях, где жили наши предки. В частности, считается, что одна из самых древних цивилизаций была на территории Йемена. Именно там вроде бы впервые научились выращивать зерновые культуры. Это очень важный момент. Введение животноводства и выращивать зерновые культуры. Значит, такая ситуация считается очень древней цивилизацией, это шумеры, да. Откуда, в общем-то, пришли сюда. Но это были времена, связанные чисто вот такими климатическими особенностями ситуации, территории и так далее. Конечно, вы правы, сегодня нужно менять, правда, направление действий. Сегодня многое строится на науке, причем наука как в техническом плане, так и вот в плане создания среды обитания. Это и обработка почвы, там, выращивание культур, повышение урожайности, разновидность скота, обеспечение продуктами питания. Вот когда мы планируем двигаться в улучшение нашей жизни, наших народов, то прежде всего нужно опираться на науку. Те республики, те народы, которые игнорируют научные достижения, не стремятся внедрять их, не стремятся применить вот научные достижения непосредственно к своим территориям, они не будут иметь реального успеха, и очень тяжело будет жить этим народам. Сегодня вы видите, какая сложная, в общем-то, ситуация в стране с этим коронавирусом, и поэтому нужно учиться работать лучше. Кстати, невероятный завет исходит от ислама. Вот я неоднократно слушал и наших священнослужителей, духовенство наше,
и переводы положений Сунны пророка, мир ему благословения, где сказано, что человек должен искать знания от рождения до смерти. Представляете, как ценится вот это стремление к знаниям? Поэтому путь на улучшение жизни, без сомнения, лежит через достижение науки, новые открытия и внедрение этих научных открытий в экономику, там, в жизнь, в социальную сферу. Я спросила 3 историков преклонного возраста, что самое страшное в человеке, и они сказали невежество. Это самое опасное, они говорят. Но я вот хочу, Муса, спросить у вас, как же расширять научную деятельность и знания, если у нас, у кавказцев, идет между собой, и это уже входит в привычку, постоянно конфронтация, борьба. Мы порой даем значимость тем вещам, которые, возможно, как-то, где надо проявить какую-то терпимость или попробовать договориться как-то миролюбиво, и мы всю энергию тратим на, грубо говоря, саморазрушение, чем на созидание. Я с вами полностью согласен, что вот эта политика, помните, я чуть раньше сказал, что Да. политика разобщения народов, она деструктивна. Она не приносит пользу даже тем, кто эту политику реализует, она приносит ущерб всем. Вот очень важно нашим руководителям наших республик, наших стран, нашим народам понять это, что путь конфронтации, он плох для всех. Так не бывает, что и вот он сегодня выиграл в чем-то, завтра он будет так же, хорошо ему или нет. Да. Совершенно правильно. Нам нужно всегда искать пути к взаимному пониманию. Строить нужно отношения на справедливой основе. Должна быть справедливость. Ведь у нас же много что есть для того, чтобы доказать право какого-то народа на что-то, его право на свою самостоятельность, на экономику, на территорию и так далее. Не стараться обострить отношения, не стараться нажиться за счет чужого, другого народа или другой страны, а наоборот стремиться помочь, когда плохо, прийти ему на помощь. Поэтому я очень переживаю за ситуацию на Северном Кавказе, в Закавказье, о том, что отношения между народами некоторыми сильно обострились. Так не должно быть. Кавказ, кстати, Кавказ тысячелетия жил, урегулируя вот эти спорные вопросы путем переговоров, как и вы об этом говорили. И дальше нужно идти, причем, когда народы сидят в стороне, два народа, допустим, конфликтуют, а третий сидит спокойно, это плохо. Это ужасно. Завтра беда обязательно. Одна беда придет и в его дом. Поэтому нужно стремиться к тому, чтобы помочь наладить отношения, урегулировать эти споры на порядочной основе, на честной основе. А в целом наличие конфронтации – это очень плохое политическое, социальное явление и межэтническое отрицательное явление, а наоборот стремление помочь друг другу, понять друг друга, взаимодействовать с другими соседями – это прекрасное чувство, должно быть преобладать во всех людях, народах и государствах. Кстати, один интересный вопрос. Часто задают вопрос, с чем связаны такие отношения ингушей с грузинами? Я хотела его задать. Этот вопрос он очень простой для меня. И для ответа, вот, наверное, вот эта книга у вас есть. Леонтий Мравели «Жизнь картлийских царей». Вот в этой книге описано, каким образом ингуши оказались в Грузии в очень давние времена. Кстати, до сих пор многие не знают этой истории и не могут понять, кто такие в войнах или ингуши, или чеченцы в Грузии.
Так вот, в этой книге Рион Тимравели, написанной в XI веке, говорится, что первый царь Объединенной Грузии Фарнаваз был женат на Дзурзучке. О том, что дзурзуки это имелись в виду ингуши или чеченцы, в общем, я полагаю, сомнений никаких нет. Так вот, после смерти этого ингушского царя Фарнаваза, ингушского зятя Фарнаваза, править страной стал царь, его сын Саурмак, рожденный ингушкой. Здесь написано, что грузинские реставы твердо решили убить Саурмага, своего царя. Почуяв это, Саурмаг вместе со своей матерью приехал к родственникам своей матери в Дзурзукете. И написано, там он, Саурмаг, сговорился со своим двоюродным братом, царем Овсов о помощи. Царь Овсов собрал и других жителей Ингушетии, Дзурзукетии там написано, нагрянул на Грузию, быстро усмирил этих восставших ириставов, посадили своего племянника в кресло, царское кресло Грузии, и дальше написано, тогда Саурмаг поселил родственников своей матери Дзурзуков в Матиулетти, от Дидоетти до Эгриси, которая есть в Сванете. Что это такое? Куда поселил он? Тиулетти, горы. От Дидоетти, Дагестан. От Дагестана до Эгриси, и еще уточняется, которая есть в Сванете. Так вот, горы, грузинские горы, были полностью вот от границы с Дагестаном до границы Сванети были заселены ингушами. Теперь смотрим, какого времени эти события. Первый царь Грузии Фарнаваз жил и правил страной в IV-III веке. В III же веке его престол перешел к его сыну Саурмагу. Вот в III веке до новой эры ингуши были поселены в горы Грузии. Кто их сегодня потомки? Это бацвийцы, самые восточные, это хевсуры, это мохевцы, которые на военно-грузинской дороге живут. Им надо как вылетело из головы. В общем, до Сванети были заселены двалы, вспомним. Значит, и территория, которую сегодня занимает Южная Осетия, это тоже территория, на которой жили ингуши. Они оттуда в силу различных обстоятельств потом ушли оттуда. Я окончил Северо-Кавказский горно-металлургический институт в 1967 году. У нас был преподаватель Чопикашвили. Ну, мы его считаем грузином, естественно. Как-то мы идем по территории института, 2-3 ингуша, чеченец, по-моему, был. И он нас приглашает в свой кабинет. И говорит, я, говорит, ингуш, Чопикашвили. Он не знает языка ингушского. И это для нас было удивительно. Это было где-то 62-63 год, уже много лет, почти 60 лет назад. Оказалось, что тогда переселены они туда. Естественно, в горных условиях там особенно не разживешься. Постепенно потомки первопоселенцев начали спускаться, так называемой плоскости Грузии. И сейчас очень многие наши, в общем, братья работают в различных научных учреждениях, на других должностях. В итоге получилось, что за те 2200 лет, которые прошли после переселения туда наших братьев, уже численность их такова, в том числе на равнинах Грузии, что Вайнахи с гаплогруппой J2 стал вторым народом по численности на территории Грузии. Второй народ по численности из населения Грузии. Естественно, зная свою историю, что они рождены там или бывшей женщиной ингушской, чеченкой, и сохраняя это в памяти, у нас сохраняются очень добрые отношения между собой.
Да, были конфликты, были такие моменты неприятные, но в целом в душе мы сохраняем вот такое единство с грузинским народом, которое, значительная часть которой является нашим братьями по происхождению. И мы видим отношение грузинского народа, во всяком случае, к ингушскому народу, самое доброжелательное. Муса, вот пока вы рассказывали, я просто вспомнила, как у нас есть подобные истории, когда абхазы и носители определенных фамилий переселялись в Чечню, и там немного видоизменялась фамилия. Или я, пока вы рассказывали, вспоминала взаимоотношения перекрестки с адыгами, насколько мы похожи. Вспомнила про осетин, про какие-то обычаи, которые нам рассказывал Руслан Гожба, которые у нас соприкасаются с другими народами, в том числе с ингушским. Вы понимаете, ведь мы настолько тесно все между собой переплетены, что, наверное, самая большая нелепость – это, я еще раз повторюсь, продолжать немирным путем разрешать какие-либо вопросы. Расскажите, на ваш взгляд, о кавказской общности, что объединяет всех кавказцев, какие черты определенные? И второй вопрос сразу задам вам. Какая общность у кавказцев в плане духовности, в национальной одежде, в традициях, в танцах? Мое мнение такое же, как и у вас, что всяких обстоятельств, которые делают наше единство таким солидным, серьезным, больше, чем различий. Так уж получилось. В любом случае мы все люди. Да. А у каждого человека есть какая-то ценность в жизни. Это прежде всего, я вот очень ценю в людях, это порядочность. Это, незабвенная черта человека, которая в нем должна быть. Честность и доброжелательность. Вот человек, у которого в душе доброжелательное отношение к другим людям, я считаю, он себя очищает от многих ненужных грузов. Вот я, честно говоря, настолько легко себя чувствую, потому что у меня на душе, ни в мыслях, ни на душе нету никаких темных мыслей в отношении других людей, тем более народа. Это самое страшное, когда люди живут с этими неприязненными отношениями. Конечно, нас объединяет мужество, нас объединяет хлебосольность. Мы очень гостеприимны. Если у народов даже строились целые дома для гостей, да. Вот читаю я про кабардинцев, как. И самое интересное, вот для будущего, может, для историков, для исследования, есть произведение Дубровина, «Черкесы» называется, и скобка стоит «Адыги», по-моему. И там, описывая обычаи, традиции кабардинского народа, сказано, что они строят для гостей, кабардинцы строят для гостей дом, гостевой дом. И называется он, что меня удивило, не кунакская, а кунахская. Я спрашиваю, у меня родственники есть кабардинцы, сноха у меня одна кабардинка, и у ее родителей спрашиваю, у вас есть такое слово кунахская? Они говорят, нет, нету такого слова. Я говорю, все правильно. Онах – это ингушское слово, это настоящий мужчина. Онах. Вот от слова онах, и потом в той же книге Дубровина написано, что в Чечне тоже там самое есть дома, и называется она кунахская. Полагаю, что оно происходило от чеченского ингушского слова онах, что это по сегодняшний день сохраняется. Значит, вот комната, в которой мы сидим, она называется комната для гостей, допустим, не для ужина, а важно было вот у многих народов наличие такой комнаты для гостей, то есть вопрос гостеприимства, вопрос оказания помощи тому, кто оказался в тяжелом положении. Значит, родство, межнациональное родство. Вот у нас же очень много женщин было, в общем, наших снох, это осетинки были, там, люди других национальностей. И много других таких объединяющих начал. Вот там о музыке вообще речи не может быть. Когда я в книге написал, когда показывают лезгинку в исполнении
не узнаешь, кто, какой народ, представитель какого народа танцует, если нет анонса этого танца. Музыка одинаковая, обычаи, традиции, сватовство, значит, свадьбы, похороны, много у нас общего. Это нас роднит, и если мы будем идти этим путем, то всем будет хорошо, всем будет Мы хорошо. все сложности можем преодолеть тогда. Нерешаемых Совершенно вопросов правильно. нет. Конечно, конечно. Доброта, человечность, порядочность, вот это должно идти всегда впереди. Я просто задам вам вопрос из ряда мечта. Если бы Так. просто на одно мгновение представить, что все границы стерты, то есть Кавказ настолько самодостаточен, что эти границы совсем-совсем условные, это просто из ряда фантазии, это бы разрешило проблемы кавказцев? Нет, в настоящее время это не разрешило. Потому что Народы мы сами не- как-то не так готовы, да? Да, народы к этому не готовы. Еще есть претензии, вы понимаете? Прежде чем убирать границу, нужно урегулировать вот эти пограничные споры. Их нужно сперва урегулировать. А так, если бы, допустим, мы убрали эти границы, самое первое, что бы нужно было сделать, это создать и наладить систему выборов главами народов, руководителями народов, руководителями, допустим, республик, самых порядочных, заслуженных людей. И ведь все, нынешняя ситуация в мире и в стране зависит во многом от того, кто правит народом, государством и так далее. И вот невероятное значение имеет порядочность, честность, компетентность человека, который возглавляет. Вот вопрос о порядочности, честности и выдвижении человека за заслуги перед своим народом или перед народами, вот это бы я считал самой главной задачей. Умные люди будут искать пути к добрососедству, дружбе, сотрудничеству. И только не совсем умные будут искать пути конфронтации. Вот такое у меня мнение. Я благодарю вас. Спасибо вам большое. Не за что. Вам тоже большое спасибо. Приезжайте. Бакан вам. Здесь ничего страшного нету. Всего вам хорошего. Всему абхазскому народу, Благодарю. всем братьям нашим. Взаимно. Ждем вас в гости. Спасибо.